Добрый день, дорогие рыбки! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои любимые, поплыли. И я знаю, что вы ждали этот гороскоп, ребята, знаю, что же сдались, знаю, что очень интересно смотреть, что будет, но, ребята, поверьте, еще ничего интересного особо не происходило. Да? Сейчас у нас на небе в данный момент разворачивается Уран, готовится к своему развороту буквально-таки на днях. Плутон сегодня меняет знак с одного знака на другой, с Козерога на Водолей. Да? И вот здесь на самом деле начинается только все самое интересное. Но для вас, я скажу, рыбки, 2024 год будет на самом деле годом интересным, и я бы сказала, в некоторой степени даже годом испытаний, да, потому что придется от чего-то отказаться, где-то сделать определенные выводы, и события в жизни будут складываться так для того, чтобы вы именно шли в рост и в развитие. События будут, возможно, даже для кого-то сложные, но они нужны для того, чтобы проснуться, пробудиться, выйти из спячки, из такого состояния, в котором вы давно засиделись и не хотели ничего решать. Но, ребят, мир подталкивает нас к изменениям, поэтому здесь, конечно же, понимайте, что все, что происходит, это не для того, чтобы сделать плохо, а для того, чтобы понять, почему мы куда-то ушли в сторону и сами делаем себе плохо. И здесь, конечно же, время таких серьезных осмыслений, даже переживаний, и, конечно же, мои любимые дорогие рыбки, будете переживать вы. Причем в феврале я не скажу, что для вас будет сложным месяцем, хоть и мировые события будут говорить нам обратно, хоть и здесь будет казаться такое настроение сложного и, казалось бы, сколько уже можно, да, всего вот этого. Но вам будет все понятно, вам будет все логично, и я даже скажу, что для вас зима, весна будет таким временем достаточно удачным и успешным, да, и если разбивать как раз-таки по месяцам, то очень сильный, очень мощный, но с точки зрения эмоциональных событий февраль для вас будет прекрасным месяцем и для работы, прекрасным месяцем и для осознания процессов, которые есть в жизни. В март у нас запомнится чем? Коридором затмений, конечно же, новым астрономическим годом, да, новый астрономический цикл, коридор затмений, который для вас, я скажу так, не сложится плохо. Для вас весенний коридор затмений будет решать вопросики в любовной сфере, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что весна для вас время любовных отношений, когда необходимо навести там порядок, необходимо разобраться, кто есть кто, зачем и почему. И, конечно же, ваши ответные действия в марте, в апреле, да, то есть после коридора затмений, и в сам коридор затмений, какие выводы вы сделали. В апреле будет разворот всех этих ваших внутренних переживаний. Ну и, конечно же, май. Конечно же, май, я бы так сказала, да, Нептун в оппозиции с Лилит однозначно будет вытаскивать прошлые вопросики, я бы так сказала, обиды, которые вы не хотели разбираться раньше, где вы не хотели что-то делать, применять, думать. И здесь такой, знаете, очень интересный момент, что когда мы от чего-то отказываемся, да, от какой-то своей сферы нашей жизни, нам постоянно на пути возникают такие вопросики, нам намекают, действительно ли это так, зачем ты отказался, зачем ты не хочешь там ничего строить. Поэтому, да, ребят, личная жизнь, любовная сфера будет, конечно же, выходить, я бы так сказала, наружу, захочется навести там порядок, встретиться с теми, с кем давно, возможно, расстались, но здесь такая небольшая ловушка. Встретиться для чего? Для того, чтобы, конечно же, понять, уяснить у себя в голове определенные такие вещи, чтобы пойти просто дальше, да, в каких-то мыслях освободиться, расхламить свою голову и пойти дальше. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, что с одной стороны, весна будет сложная и в переживаниях, а с другой стороны, на работе будет прекрасное время для действий, при этом
При этом хорошо будет идти работа творческая, работа креативная, работа, которая эмоциональная, да, которой вы даете максимум своих усилий, трудов. Если вы творческий прям человек, если вы рыбы прям творческий, у вас прям будет идти это хорошо, и у вас это будет получаться. Если же вы решили немножко остановиться и, как ваш управитель Нептун, да, решили остановиться и не делать то, что вам делать необходимо, то, ребят, да, как Нептун, вместе с Нептуном покатитесь назад. С начала июля он начинается ретроградным, буквально вот совсем капельку не дойдет до знака Овна и покатится назад. То есть это последняя петля, финальная петля Нептуна по знаку зодиака Рыбы, он попятится назад, и до конца 2024 года Нептун будет катиться по знаку Рыбы, да, то есть, и что я хочу сказать, да, и уже, конечно, в 2025 году соединится с северным кармическим узлом и перейдет в знак как раз-таки Овна, кармический узел перейдет в знак Рыбы, то есть это будет такой крест-накрест, вы заметили, да, вот так. О чем это говорит? О том это говорит, что для вас на самом-то деле хорошо бы вернуться к тем вопросикам. Помните, у меня вышло видео на канале в ноябре месяце «Разворот Нептуна». Это было такое видео, и я говорила, что те вопросы, которые вы не доделали в 2023 году на петле Нептуна, необходимо бы к ним вернуться в июле 2024 года, да, то есть с июля их решать. Причем я скажу так, что июль вообще прекрасный месяц для того, чтобы прямо вот с самого начала в июле разобраться со всем, чем вы тянули, да, откройте свою натальную карту, посмотрите видео и прочитайте интерпретацию, просмотрите ее, в каком месте вашей натальной карты расположен Нептун, в какую сферу он у вас волнует, где он наводит вот эту панику, неразбериху, да, или же великую мудрость, да, то есть где вы с помощью Нептуна зарабатываете деньги или их очень сильно тратите, да, или же у вас Нептун отвечает за любовную сферу, поэтому откройте интерпретацию, посмотрите, в конце видео обязательно прикреплю для вас про Нептуна, и просто поймите, что эта сфера опять будет у вас барахлить, не работать, вопросики, но эти вопросики необходимо решить сейчас. Почему? Потому что еще у вас есть такой, я бы так сказала, шанс, экзамен, проверка, пока кармические узлы не поменяли знак на ось Дева Рыбы, да, потом будет сложная такая проверка, а сейчас еще есть шанс вообще прям все сделать в большой-большой плюс, и июль это прекрасное время для этого. В августе уже сложнее. В сентябре еще сложнее, в сентябре еще и коридор затмений, и в этот коридор затмений, ребят, я бы так сказала, будет очень-очень для вас, мои дорогие рыбки, время такое сложноватое. Поэтому здесь прекрасно понимайте и осознавайте, что лучше уж взяться за все неприятное лето, за те вопросики, которые давно висели, и вы знаете, про какие я говорю, это вопросы в личной жизни, это вопросы своего развития в том числе, потому что, начиная свой путь в развитии, вы понимаете, как говорится, вы знаете, что делать, но почему-то не делаете, да, начиная не в 24-м, а в 25-м, все будет становиться еще сложнее, еще более эмоциональнее и болезненнее, да, потому что следующий год обещает быть еще сложнее в плане энергетики для того, чтобы что-то реализовать. Событий, как я люблю говорить, круче 24-го на события будет только 25-й год, а круче 25-го только 26-й, да, то есть если нам кажется, что уже сколько можно событий, там, протестов и тому подобное, ребята, это только начало, поверьте. Поэтому наша задача научиться жить в это время сейчас и идти дальше. Поэтому, мои дорогие, что хочу сказать, что
В целом 2024 год для вас будет годом экзаменом, годом проверкой, на что вы способны, на что вы согласны, с чем вы готовы мириться, будете ли вы продолжать бездействовать или вы пойдете в свою прям такую классную творческую реализацию, будете становиться прям рыбами, да? Пойдете ли вы в работу, в реализации своих душевных, творческих качеств, либо миролюбивых более качеств, будете ли вы созидать этот мир или вы просто будете зрителем, да? Поэтому здесь, пожалуйста, понимайте, что в 2024 году для вас есть и прекрасное время для действий, это, конечно же, весна, лето, тем не менее, да. Осень, я бы сказала, это будет сложное для вас время, начиная с августа, сентябрь и октябрь для вас будут месяцами достаточно сложными, когда не получится начать что-то новое, придется возвращаться к старому и добирать вот эту историю со старым, да, разбираться там, где разбираться совсем не хочется. И помните, что опять-таки разворот, следующая петля разворота Нептуна будет как раз-таки опять в начале декабря, точно так же, как в прошлом году, в 23-м, да, и только здесь уже разворот будет происходить вообще, я бы так сказала, декабрь будет месяцем достаточно таким сложноватым, мощным и тяжелым, в принципе, сам по себе. Здесь еще и Нептун соединяется с северным узлом под конец года. Январь 2025 года тоже будет для вас таким месяцем, когда, ну вот прям необходимо, ребята, будет взяться за себя, за свою жизнь, чтобы понять, что вы делаете, для чего вы делаете. Но про кармические узлы в соединении с Нептуном будет следующее видео. Не сейчас, чуть позже в этом году. Пока, как говорится, силы и мудрости у вас хватит для того, чтобы в этом году реализовать то, что вы давно хотели. Начинайте действовать, и прекрасно получится работа, прекрасно получится все-таки договориться в личной жизни, найти общие точки соприкосновения, подключить свою душевную, духовную мудрость. Да? Те, кто давно хотел переехать, вы сможете это сделать еще прекрасно-таки. Да? Те, кто думает, что не получается и как-то вот сложно с переездом, ребят, первая половина года до июня прекрасно время для переезда, для того, чтобы сделать. Вторая половина будет сложно для таких движений, манипуляций. Получится куда-то поехать, отдохнуть, вернуться, прекрасное для этого время. Но если вы хотите вот прям с огоньком, ярко и интересно, в 2025 году, конечно же, переезд и иммиграция будет происходить гораздо быстрее. Почему? Потому что мировые события будут вот так со всех утюгов просто происходить. И здесь уже, как говорится, уже не останется время сидеть, выжидать, думать и переживать. Захочется прям вот где-то даже быстренько обнулиться и полететь уже, как говорится, в свое будущее, в свою жизнь, туда, куда всегда хотелось. Да? Поэтому не откладывайте свою жизнь на потом, начинайте реализовываться. Год хороший, в принципе, и для прибыли, год хороший для того, чтобы поднять свой уровень материального благосостояния. Но я еще раз говорю, этот год для вас больше год для того, чтобы выстраивать свою работу, отношения, партнерские, личная, любовная сфера, потому что на этих, как говорится, 3 слонах будет держаться ваш следующий год. И 2024 это все-таки такая, я бы так сказала, основа и подставка для следующих годов, куда мы собственно идем. Поэтому, да, мои дорогие рыбки, перестаньте бояться, начинайте реализовываться, потому что, понимаете, в реализации сила. Вы идете в реализацию, когда вы четко понимаете, кто вы, зачем вы и как вы больше не хотите, и как вы на самом деле хотите всем сердцем. Поэтому, мои дорогие рыбки, я здесь за вами только 2 руками за вас держусь, да, поэтому я желаю, чтобы этот год у вас прошел максимально интересно, чтобы не было страшно, чтобы вы с легкостью шли на контакт с теми событиями, которые будут происходить, чтобы вы разбирались в своих страхах, обидах, болях и переживаниях ради будущего своего,
Просто всего-то навсего, потому что все наши страхи, они лишь тормозят наше развитие. Поэтому, мои дорогие рыбки, дерзайте. Ребят, если у вас остались вопросики, оставляйте в комментариях под этим видео, только при этом обязательно оставляйте свою дату, время и место своего рождения и вопрос, который интересует, и вы хотите реализовать его в течение этого года. Понимаете, что на планете 800 миллионов рыб, и для всех одинаковый гороскоп просто быть не можем, просто потому что мы все живем в разные моменты времени, у нас у каждого всей жизни нет определенных канонов, вот как все должны быть одинаковы, мы все разные, этим мы и рады. Поэтому оставляйте свой вопрос, я на него обязательно отвечу. Если же вы не хотите, чтобы вопрос был освещен для всех, вы хотите, чтобы он был конфиденциальным, или вы хотите ускорить процесс своей реализации, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разбираться с вами лично, быстро, и, как говорится, инструкция к действию будет у вас сразу на руках. Поэтому, дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что дождались и досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться и сделать правильные действия, правильный выбор, да, для того, чтобы только улучшить свою жизнь. Ребят, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!